Стилист, он просчитывает каждый миллиметр вашего гардероба. Вот эта вот одна вещь мне дает там 7 разных комбинаций с другими вещами. Себя включала там какие-нибудь 5 образов с натяжкой. Если уже что-то совпало, это прям бинго. Вот наш бизнес-план, посмотри, какой выхлоп. Мне проще вообще стало жить, и я вообще не заморачиваюсь, что мне куда одеть и что с чем сочесть. Белорусских модниц очень интересует этот вопрос. Вот что я с ним буду делать через там 2-3 месяца. Меня зовут Елена Васильева, и я персональный стилист и эксперт по стилю. Больше всего я работаю с женщинами, но бывает такое, что ко мне приходят и мужчины. Больше работаю, конечно же, с мужьями моих любимых клиенток, с сыновьями, если это мужчины. Но моя любимая аудитория, это, конечно же, женщины. В целом я веду личную работу, но изредка работаю с группами. И это бывают и группы просто людей, которые пришли и хотят в стиле разобраться в какой-то конкретной теме, либо еще работаю для бизнес-компаний для того, чтобы вот корпоративную культуру дресс-кода немножко раскрыть больше. Это набор вещей, это картинка, это как дизайн-проект тех вещей, которые необходимо купить. Цвет каждой вещи прописывается, вернее, прорисовывается. То есть, если, например, там джинсы, например, белые джинсы или там синие джинсы, там какая-то куртка вот там коричневая, футболка там такого там цвета и так далее. И вот в этой капсуле будет и крой вещей в виде, например, более приталенный, либо оверсайз. Это тоже должно на капсуле указываться, если даже это не просматривается глазом. Там все сочетается между собой по цвету. По стилю это подходит клиенту, по цветам это подходит клиенту, по задачам это подходит клиенту. И из этой капсулы, там 10 вещей, можно собрать там, образов 20, например. Если капсула там вещей 15, до 50 образов прям можно собрать. Моя жизнь до стиля, она себя включала там какие-нибудь 5 образов с натяжкой на весь год, которые я там примерно что-то комбинировала. Я даже не представляла. Вот я понимаю, что обычный человек идет, там покупает кофточку, к этой кофточке там какие-то низ там какой-то один. И если уже что-то совпало, это прям бинго. И для людей звучит фантастически, что можно из такого маленького набора вещей составлять очень много образов. Но на самом деле тут суть как в конструкторе, да, то есть там, где детальки одна к другой подходят, его очень легко из этого конструктора что-то собирать. Но там, где конструктор, там это такое, это такое, это такое, и ничего не подходит. Это как лего с большим конструктором пытаться соединить, это не соединишь. В первую очередь я бы хотела порекомендовать вообще тем, кто задумывается о своем стиле и думает, как бы его там поменять, начинать не с вещей. Начните с внешнего вида. То есть какая стрижка вам подходит, какая там прическа, какой цвет волос, насколько ваш портрет гармоничен с тем макияжем, который вы делаете. И начните в первую очередь с этого, потому что это, во-первых, не относится к вещам, это даже любой образ может раскрыть гораздо больше, чем вы это можете себе представить. Даже одев там джинсы и футболку, и когда у вас красивая стрижка, которая вам подходит, цвет волос, который вас украшает, и макияж подходящий, вы уже будете смотреться гораздо круче, чем вот без портретных вот этих усилителей. Не понимая вообще свои цвета, свой стиль и вот свои пропорции тела, как усилить, вытянуть рост, например, или наоборот там сузить или акцент сделать на какой-то части тела, наоборот, или снять акцент. Пожалуйста, не гуглите капсулы,
какие-то непонятные, которые составлены совершенно не для вас. Человеку, у которого другой образ жизни, у которого другой цвет волос, у которого вообще другие цвета там в гардеробе должны быть, вот как усилители. Не надо вот какими-то заниматься такими махинациями, которые вообще загонят вас в какую-то стилистическую яму, и вы только в этом можете разочароваться навсегда. Я очень бы хотела сейчас вот прям проявить одну очень важную вещь, что стиль и мода, они чуть-чуть соприкасаются, но это не одно и то же. Это две разные стихии. Потому что мода и тренды, они направлены на большие продажи, смена картинок, каждый сезон новое, покупаем, раскручиваем через блогеров, через рестайлеров, быстрее отшиваем, покупаем. Ну, то есть в моде нет личности, там есть обороты и продажи. Что есть в стиле? В стиле есть недвижимая штука, личность, в плане недвижимая, не поддающаяся вот этим трендам. Потому что стиль, он вне времени, он не зависит от моды, он про тебя. Это вещи, которые не выходят из моды. Там могут быть трендовые вещи вкраплениями, да? Но основа, она не зависит от трендов. И это тоже людям часто, в смысле, как бы стилист, он же там вот должен там тренды. Да, ну, может быть, я не настолько вот такой стилист, что вот прям я ухватилась за тренды и все. Я больше стилист для жизни, еще раз повторю, да, то есть, который нацелен на покупку вещей вне времени, которые будут и 15, и 20, они быстрее сносятся, чем они станут неактуальны. На такие вот, ну, скажем, такой базовый гардероб с вкраплениями каких-то трендов. Но в этом гардеробе даже может не быть трендов. Есть такие запросы у меня от клиентов. То есть не надо мне вещь, которая у меня выйдет из вот этих трендов, просто вот базу соберите. А кто-то просит точечно, ему нравится что-то. Но суть какая трендов? Из трендов выловить то, что сейчас в доступе, чтобы свой стиль обогатить. Например, в этом году в тренде, вот, ну, в плане, не в тренде, а такой вот институт цвета есть, Pantone. Вот он опубликовал, что в 2026 году у нас вот самый такой вот цвет, это белый, да? Как небеса, облака в небе, вот такой вот белый, немножко слегка такой, не кристально белый, чуть запыленный. Что это значит? Что вот этот маховик модный и трендовый будет отшивать очень много светлых вещей, и у вас есть возможность, кому подходят очень светлые цвета, купить их в доступе легко, не зондируя почву под землей до угля, а просто придя в магазин и легко купить вот этого цвета вещи. Также и есть палитра, например, там 10 где-то цветов, которые тоже в трендах. И из этой палитры человек, когда понимает, что ему подходит, у него тоже есть возможность прийти и купить, например, куртку в таком цвете, а не отшивать ее на заказ. Потому что цвет очень такой необычный, он там, например, сложный какой-то, из многих цветов состоит, но он в трендах сейчас, и человек просто, который понимает свои стилевые цвета, он просто берет, покупает свой гардероб. Возвращаясь к вопросу о трендах, да, что сейчас еще? Трендах. Сейчас в трендах кружево, оно и будет вот этот вот целый год, так, плюс-минус. Очень много меха, оно будет тоже и сентябрь, октябрь, и меховые всякие там воротники, штаны Аладдины. Я смотрю, что во многих коллекциях есть, и они продолжают отшиваться. Тоже будет и этим летом, они такие удобные относительно. Чтобы сказать, что это прям универсальные такие штаны, которые всем нужны, к сожалению, не могу об этом сказать. Это не так. Ну, вельвет, конечно же, и бархат. Это такой, скажем, закос под какую-то имперскую вот эту стилистику. Потом не могу не сказать про гусарский жакет, который сейчас спрашивают, так, где купить гусарский жакет? Я думаю, господи, зачем он вам? Куда вы в нем пойдете? Он очень сейчас раскручивается через блогеров, и я смотрю, что уже прям вот белорусских модниц очень интересует этот вопрос.
но не интересует вопрос, ну вот что я с ним буду делать через там 2-3 месяца. Ну он так и будет на вешалке дальше висеть. То есть очень круто, когда вы пропускаете это через фильтры, понимая вот эту всю конструкцию и оставляете себе свое. Не на 3 месяца, не на 3 недели, а понимаете, что это, ну вот, мое. Я не спорю, есть у кого-то, может быть, в стилевом какие-то вот такие вот отсылки на гусарские жакеты, но едва ли это одна женщина из, не знаю, из нескольких тысяч, чтобы там прям вот просился этот жакет в гардероб. Ну вот. Потом то, что вот могу прям порекомендовать, и я смотрю, что может подходить это по фигуре, например, многим женщинам. Это такая восточная история, японская стилистика в вещах. Это такие минималистичные вещи, но они и асимметричные. Это какие-то могут быть даже прямые, легкие такие брюки, свободные, широкие. И, например, какое-то такое, как в стиле кимоно, такой там на шнурочке. То есть это такие вещи, которые действительно вот, ну, в наших широтах на лето будут хорошо себя отрабатывать и еще будут и в следующем году, и еще следующим летом. То есть вот так вот будет переходить из летнего сезона одного в другой. И достаточно себя прекрасно будет женщина чувствовать. Это не будет каким-то таким вау-вам и очень-очень вызывающим. Очень модный такой оттенок холодного голубого. Ну, это также отсылка к небесам. То есть мода, она не берется из ниоткуда, тоже с тенденцией в мире вот это вот все перемалывается и через моду транслируется. Белый тренд, голубой тренд. Посмотрите в небо, задумайтесь о высоком, задумайтесь о жизни, что жизнь, она так вот быстротечна, ценна, и хватит ее тратить на какую-то ерунду. Оливковых очень много оттенков, фисташка, коричневый с нами из прошлого сезона. Я смотрю, продажи очень идут его, нравится людям. И почему тоже? Потому что коричневый — это про стабильность, про опору такую, и когда человек надевает коричневую вещь, он сам себе перестает что-то доказывать. Примирение с собой и с миром. И почему он очень сейчас хорошо продается? Потому что смыслы хорошо прогружает. То есть человек, одевая вещь, не понимая, почему, себя начинает чувствовать лучше. Это все как психология цвета. Есть еще и винные с розовым. Сейчас смотрю много таких цветосочетаний. Такой розовый и яркий, а винный, он глубокий. И вот когда они вместе, такие очень яркие, получается, яркий образ, но он не красный, он такой, такой интересный. Да, это правда, что я из экономистов в стилисты пришла, но я вот когда оборачиваюсь назад, я понимаю, что я не просто так туда пришла, потому что я еще даже когда училась в школе, у нас была спутниковая тарелка, там был подключен канал. И я приходила со школы, и я просто смотрела на вот эти показы бесконечные часами. То есть там постоянно модные показы были. И я смотрела на этих моделей, они туда-сюда ходили. Я не понимала, что мне нравится в этом, но меня это просто магнетизмом притягивало. Еще тогда. И я понимала, что это мне нравится, но я не представляла тогда, ну и что я с этим буду делать. То есть я это точно как профессию тогда не рассматривала. Но то, что мне это очень нравилось, это факт. Потом я закончила, когда уже универ пошла работать, я пошла на курсы модельера. Думаю, все, модельер, конструктор одежды, это то, что мне нравится. Я когда туда пришла и поняла, что я буду не отрисовывать творчески, создавать, я должна только на машинке этой вот сидеть, шить. Да, я понимала, что такое машинка, я понимала, как на ней работать, но я точно понимала, что это не то, что я хочу делать. Но мне хотелось творить. И что я эти курсы даже не закончила до конца. Мне там, я помню, звонили, говорили, мы вам не вернем деньги. Я говорю, да мне не надо. Я, в принципе, туда пришла, чтобы понять, это не мое. И уже потом, после того, как я уже вышла замуж, родился один ребенок, второй. И вот после рождения второго ребенка я вышла на курсы именно вот по стилю и поняла, мне туда. Оглядываясь назад,
Я прям понимаю, что меня вот так вот подводили, да, я не понимала, куда, чего, зачем. Ну вот я как бы шла, знаешь, как не теряла надежду, ну вот найти свое. И ты вот ищешь, но когда ты находишь свое, у тебя нет сомнений. Я понимаю, что это так и с мужем работает. То есть ты когда находишь свое, у тебя нет сомнений. Когда ты находишь свое дело, у тебя тоже нет сомнений. Когда ты находишь, например, подругу, которая тебя очень хорошо понимает, у тебя нет сомнений. То есть у тебя, когда есть сомнения, когда это не то. Преподнести, обосновать человеку, вот почему ему вот выгодно, почему ему ко мне выгодно, да, ну он когда уже ко мне приходит. И я ему раскладываю, например, его вот так же картину гардероба. Ты видишь, сколько ты потратила на эти вещи? У человека на голове начинаются шевелиться волосы от того, что он не считает. Да, мы не считаем, сколько мы на что тратим. Но когда мы начинаем это подсчитывать, и мы понимаем, ну, как бы, если вот я столько вот на это трачу, почему я взял, что вот мне со стилистом дорого поработать? Вот это вот накупать, вот этот хлам, который я не знаю, как носить, мне недорого это, а поработать со стилистом мне это дорого. Ну, и я когда это начинаю раскладывать и показывать, что у тебя все сферы закрыты, у тебя есть на чем поехать на море, у тебя чемодан вмещается все 10 вещулек и поехали в ручную кладь. То есть, когда человек вот это видит, то есть я понимаю, что у меня именно вот это сознание экономиста туда подключается, чтобы человеку прям дать, ну вот посмотри, да, вот наш бизнес-план, посмотри, какой выхлоп, посмотри, порадуйся. Потому что сколько мы еще тратим на то, чтобы просто ходить по магазинам, чтобы купить одну вещь. То есть мы можем целые выходные ее искать уже что-нибудь, да, я куплю, и все. То есть сколько времени высвобождается, да, не только денег. Время — это тоже такой ресурс, на который мы тратим время своей жизни. На что? На походы по магазинам, когда мы даже не знаем, что нам купить? Ну что это? Ну я понимаю, что да, и я так очень много времени провела. Ну, я не знала, у меня не было инструментов тогда. А сейчас, зная, я понимаю, что это катастрофа, потратить выходные на то, чтобы ходить за одной вещью и искать, и сама не знаю, что мне искать, какого цвета, чего, что-нибудь интересненькое, ну, из этого разряда. Мы еще не открыли ротик, мы еще ничего не сказали, мы еще даже не подумали, что сказать. А наш внешний вид, он уже про нас все разболтал. Всем. И когда мы относимся вот к внешнему виду внимательно, в том плане, что мы это продумываем, это тоже большая работа, но потом она дает плоды. И когда мы над своим видом работаем, над внешним, да, мы определенный посыл другому человеку, ну и вообще вокруг, мы раздаем, как по Wi-Fi, да, и все вот так считывают сигнальчик наш, и, ну, о нас впечатление все равно составляют. Работая с людьми, я вижу, как люди движутся вверх по карьере, по личному, точно так же, но это надо стараться, потому что когда человек взял, вот я вижу на консультацию у меня что-то, и пошел стараться, пусть даже чуть-чуть взял, у него идет прорыв в жизни. Но если он даже прошел какой-то объем, но он не взял, и я это вижу, что он не взял, внутренне он не взял этот инструмент стилевой. Он движется, но очень маленькими шажками. Но я рада внутри даже за эти маленькие шаги. Потому что я понимаю, сколько вот надо человеку, столько он возьмет. Не больше, не меньше. И постепенно он все равно будет двигаться в своем направлении. Кому-то нужно год, кому-то нужно 5 лет. И кто-то мне даже спустя годы говорит, что я только сейчас начинаю понимать, как это все работает. Моя задача как стилист — это познакомить человека с самим собой. Не мне рассказать, что тебе надо носить вот это. Я так не работаю, и это так не работает. Я в этом убеждена просто. Вот. Поэтому то, что это в моей работе, вот
проявляется подтверждением от обратной связи от клиентов, что действительно у них начинают приходить плоды их вот стараний из-за того, что они внешне вот как-то себя по-другому начинают вести даже, да, когда мы в определенной одежде, мы ведем себя вот так, вот в другой мы ведем себя вот так. А когда наш характер в одежде, да, схлопывается, у нас как усиливается громкость, как в приемничке, да, усиливаешь громкость и тихо. Вот некоторые люди на минимальной громкости всю свою жизнь проводят. Вот на минимум включили. А стиль, он помогает вот раскрутить вот это вот на погромче, еще громче, а еще чуть-чуть громче, еще. Это очень красиво, когда это расцветает. Я же с женщинами больше работаю. И вот одна ко мне обратилась женщина, она для себя, ей не для работы, но и в том числе и для работы, да, но не работа ее вынудила, а внутри состояния, что я хочу что-то поменять. Она замужем уже давно, где-то, может, лет 15, что уже чуть больше. У них 2 детей, и вот она мне рассказывает, говорит, мне вот нужно там вот стиль, вот это, вот это, вот это. Я говорю, понятно. И все равно человек невольно мне рассказывает свою жизнь, то есть каждый. Я почему вот свое не очень люблю работу вот это вот с клиентами, да, показывать, хотя многие мне говорят, почему ты не показываешь работу, надо показывать образы. Эта работа очень интимная, и я не могу это, раздевать, скажем так, вот каждого человека, и меня просят очень часто ничего не показывать. И я эту интимную часть бережно храню и никогда, даже если пример рассказываю, никогда не называю даже человека. Потому что это очень, на мой взгляд, интимная такая работа. И вот она мне рассказывает, говорит, муж на меня особо внимания не обращает, я для себя. Я хочу жить для себя, у меня есть деньги, все, я трачу на себя. И вот мы с ней поработали. Потом какой-то момент она мне звонит, мы с ней просто встретились на кофе, и она рассказывает, представляешь, мой муж начал каждый день с работы забирать на машине. Я говорю, почему? Интересно. Она говорит, он не понимает, что со мной происходит. Он уверен, что у меня кто-то появился. То есть человек, как сказать, видел с собой женщину, я так понимаю, которая не настолько себя украшает, наряжает. Да, женщина, хозяюшка, жена, там, мама 2 деток, вот это вот все замыливается глаз. И вот после вот этого невероятного какого-то включения, хотя мы и подобрали обычные вещи, это не какой-то карнавальный гардероб, это абсолютно такие вещи, но которые ей подходят просто прекрасно. Она невероятно классно выглядит, эффектно. И мужчина это так вот считывает, что ее могут сейчас хапнуть. Просто я только тут вот она с работы выйдет, ее сразу в машину кто-то посадит. То есть это так классно. Это так красиво, даже просто в жизни людей. Я уже, говорю, не буду рассказывать эти случаи про карьерный рост, как я вот с кем-то поработала, хоп, я это вижу постоянно. Но вот такие человеческие, прям вот пример вот такого вот человеческого отношения, это очень круто. Многие люди считают, что, например, там им идут какие-то только определенные цвета, да? Но секрет в том, что даже вот если брать синий цвет, его оттенков больше 180 в палитре. И в любом случае каждому человеку просто нужно знать свой оттенок синего. Он может быть более разбеленный, либо более глубокий, там ближе такой к черному, темно-синему, либо ярко-синий. Но нету такого, что вот там синий мне не подходит, оранжевый не подходит или там желтый не подходит. Такого вообще не существует. Просто нужно знать свои оттенки и обязательно их использовать, потому что именно ваши оттенки в гардеробе сделают ваш образ такой притягательный. Там, где ваш портрет включится, там, где ваш даже цвет лица сравняется, будет такой даже, знаете, как эффект макияжа, немножко припудренное лицо будет
теми цветами, которые реально ваши и ваш портрет включают. А какие-то цвета, например, которые не подходят, они могут наоборот творить такие гадости. То есть они могут, например, все там какие-то красные такие вот точечки, наоборот, как воспалять лицо, да? Хотя у вас нету такой задачи, вам просто нравится цвет, но вы его купили, одели и понимаете, что вам обязательно нужно прям сделать макияж, иначе, ну, все, прям беда случилась. Поэтому очень важно знать свои цвета, использовать их, особенно у лица. И знать приемчики, которые обязательно любой стилист профессиональный должен с вами поделиться, как использовать те цвета, которые вам нравятся, но не очень вам подходят. Если мы говорим о том, что, например, есть девушка такая, представим, которой очень подходят глубокие цвета. Глубокие цвета, это, например, темно-синий, темно-зеленый, темно-красный, там, бордовый. Но ей очень нравится розовый цвет. Ну, прям очень нравится. Так вот, один из приемчиков, таких секретиков в том, что если она хочет розовый цвет применить, во-первых, она может купить какой-нибудь аксессуар такого цвета. Ну, например, розовый ремешок или розовую сумочку. И этот цвет точно не съест ее, если весь образ будет выдержан в ее тонах, которые от ее природного колорита не сильно улетают. Я бы сказала, что на первом месте, наверное, это такой страх потерять вот привычный комфорт. То есть в привычной жизни человек там, какие-то комфортные для себя комплекты нашел, но они не настолько стильные, красивые, такие вот яркие, которые бы хотелось, да. Но вот комфорт определенный существует. И страх человека, что вот он лишится этого комфорта, что он вот поработает со стилистом, стилист ему покажет какие-то красивые вещи, но они окажутся неудобными, и он просто не сможет их носить. А второе заблуждение – это скорее, когда вот происходит ревизия гардероба, что стилист, например, все вещи там забракует, будет нечего носить, все как-то пойдет, не знаю, в пакеты свяжется и отставится, а ходить будет не в чем. Так вот, например, у меня услуга ревизии гардероба включает еще и шопинг-лист. И мало того, что я составляю комплекты из существующих вещей, какие-то, которые вот возможно составить, еще показываю, что можно докупить, чтобы составить красивые образы. То есть у человека есть такая вот карта, маршрут, которую он постепенно в своем темпе докупает. Он понимает, какого цвета ему вещь, какая именно вещь нужна, там обувь и так далее, чтобы это все начало работать. И также я образы со всеми этими будущими покупками уже составляю. То есть у человека не только есть капсула для покупки будущее, но и все образы, которые получаются из этой капсулы, плюс его существующая вещь. Просто пойти по магазинам, это, ну, скажем, не то, с чего нужно начинать точно работу со стилем. В первую очередь, именно я строю работу со своими клиентами, это очень глубокое такое большое интервью, где человек даже много для себя понимает про себя. И только потом мы уже отталкиваемся от образа жизни человека, для чего ему конкретно нужен стиль, либо для жизни просто, либо там для профессиональной сферы. И только после этого мы уже понимаем вообще, какой формат одежды ему нужен, какие магазины мы будем проходить, какой ценовой сегмент клиента устраивает, и уже идет работа, например, по шопингу. Но бывает такое, что после интервью человек не идет в шопинг, он сам себе принимает решение покупать вещи, и тогда ему больше нужна такая услуга, как капсула. Я бы хотела сказать, что стилист нужен не всем, это точно. Вот
просто не ведитесь на вот этот вайб, там, всех к психологу, я к психологу, всех к стилисту, я к стилисту, все там, я не знаю, зубы делают, носы, груди, там, глаза. Да нет, это вот все, остановите в себе это. Не каждому нужен стилист. И самый лучший всегда результат, вот даже если вы ну вот думаете, там, размышляете, когда у вас есть внутреннее желание обратиться и как-то вот с собой, скажем так, познакомиться даже с другой гранью, да, потому что у нас много всяких граней, но мы, как правило, там пользуемся парочкой и не дальше. А тут, когда у вас есть прям запрос на то, чтобы с собой познакомиться с разных сторон, вот это вот вам к стилисту, это точно. Пожалуйста, не идите к стилисту просто потому, что вам кто-то сказал, вам кто-то там, тебе надо. Да нет, никому не надо, не надо это вот все на такую вот обязаловку. Вот это вот вообще слово «надо», его нужно убирать из жизни подальше. Что вот, ну, или хотя бы заменять его на «я выбираю». Я выбираю обратиться к стилисту. И тогда это твой выбор. А когда это кому-то надо, да, блин, скажите, это тебе надо, а не мне надо. Ты иди и обращайся. В чем для вас состоит настоящее счастье? Вот, я бы, наверное, таким вот вопросом задалась. И, ну, наверное, не только для следующего гостя, вообще такой для всех вопрос. Это мир с собой внутри. То есть для меня счастье — это как мирное такое состояние внутри себя, когда ты не борешься ни с собой, ни с кем-то, когда ты себя не дергаешь, не бичуешь себя за что-то, а просто ты мирно сосуществуешь со своей личностью. Вот для меня это счастье просто великое.